Снова привет всем. Это наш очередной урок по Гудини. Сегодня у нас вот такая тема. Думаю, всех будет это интересовать. Как установить Гудини на Linux. Да? Вот я установил у себя Linux, тут Kali. Сейчас все будет готово. Что я хочу сказать? Вот, во-первых, нам нужно загружать пакет для Linux. Для этого нам надо зайти на сайт SideFX, а потом оттуда загружать пакет для Linux. Вот пишем тут. Хорошо. Ой, кажется, у нас проблемка. Исправим. Случайно включив второй интерфейс. Давайте его выключим. Так. Вот здесь находится пакет для Linux. Это тип архива targzip. Нам нужно его распаковать. Давайте сначала загрузим его. Пошла загрузка. Давайте сначала заходим в папку Downloads, где находятся все наши загрузки. Посмотрим, что у нас там с помощью команды ls. Вот наш архив. Вот видите, расширение targzip. Нам нужно распаковать его сначала. Так, пишем. Пошла распаковка. Хорошо. Посмотрим, что у нас тут. Вот папка. Значит, давайте эту папку переместим в наш рабочий стол. Вот он. Вот наша папка. Здесь на этой папке находится скрипт, да? Как он у нас там называется? Давайте посмотрим, что у нас тут в этой папке. Да, вот Houdini install. Да, вот этот скрипт нам нужно запустить. И вот начинается лицензия, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Тут говорим yes, да, yes. Сначала нам нужно указать путь, да. Нажимаем букву D. Тут у нас написано Challenge Installation Directory. Чтобы начать установку. Пишем. Тут пишем путь, директорию, на котором нам надо установить пакет. Что-то тут не так, а? Я не понимаю. Давайте еще разочек. Да, вот оно.
Значит, пошла установка. Да. Подождем немножко. Тут идет распаковка файлов. Ну вот и все. Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Давайте вот зайдем в эту директорию, где мы установили. Посмотрим, что там у нас тут. Вот наш Houdini. Вот он. Установка прошла успешно. Это, в принципе, то, чего я хотел вам показать. Думаю, многих будет интересен. Спасибо за внимание. Думаю, я мог быть чем-то полезен вам. Вот, у нас все готово. Ну что сказать. Ставьте лайки, не забудьте подписываться. До скорой встречи. Пока-пока.